Возвращение на север гусей больше всех ждут местные аборигены. Прилетевшие птицы не только пища, но и начало новой жизни. Конец полярной зимы, новые надежды и, конечно, весенняя охота. Большую часть года Михаил Акатета живет в городе. Семья и работа накрепко привязали к Салехарду, но каждую весну он возвращается в родную тундру. Семейство оленевода Тангея Вануйта остановилось от дачи Михаила всего в полусотни верст. Предки всегда кочевали за своими оленями, и другой жизни Вануйта просто не мыслят. Завтра +1, не жарко. Второй чайник надо поставить. Это последние оленеводы выезжают в тундру. Да, и женщины здесь. И все снегоходы стоят. Это переправа через меня. Пропускной пункт. Вот хорошо, что я здесь дом поставил, этот фазенда называемый. И все здесь проезжают. Просто чай попить. Просто Посмотреть, повидаться перед дальней дорогой. На долгое лето, до осени, с весны до осени. То самое из Забойкина, до октября, ноября. Октябрь, ноябрь. Да. Ноябрь. Одна община. Мы родня. Фамилия Вануйта, тетушка моя. Это я. Да. Жены, племянница. Ага. 30 километров всего. Ну, от этой фазенды. Отсюда. 30 километров. 30 километров. А там олени, да? Олени стадо у нас. У нас 9 детей. 4 дочери, 5 сыновей. А это вот рядышком сидит. А это самый маленький у нас. В школу еще не ходит? Нет еще. Вот нынче пойдет. Он пропустил школу. Спрятался? Боится. Мама, Боится он школы. А ты когда нам-то? ты стоишь? Ему же страшно Да. идти в школу. Ты. Я Все равно же, в конечно. 100 километрах отсюда стою. 100 километров. 100 километров. Оленей 500 голов. Николай Николаевич не считал, сколько сегодня гостей было за день? Ой-ой-ой, там 20. Потом они все разбегутся. Ночью я один останусь. Со своим компьютером, со своим интернетом. Останусь один со своими телевизорами. Пока мои завтра пока не приедут сюда.
В 10 километрах от фазенды Михаила находится село Сииха. Закупив хлеб и другие важные вещи, ненцы разъезжаются по своим стойбищам. Реки вот-вот вскроются ото льда, начнется распутиться, поэтому приходится спешить. Тангей в Сииху уже съездил. Видел гусей, привез хлеб, сахар, бензин. Теперь у оленевода есть все, кроме свободного времени. Часть оленей разбежалась, и их нужно искать. В оленьем стаде появились малыши. Это тоже хлеб, и их необходимо сберечь. Работы весной столько, что некогда даже поспать. И все же пару часов для охоты Тангей выкроил. На соседний мыс он старается заглядывать каждый год. Приманки для гусей всегда на месте, а без ружья оленеводы не ездят. Тут даже вот эти, позавчера даже уток видели, гаг. Ну, правда там, конечно. Сейчас что-то лебедей что-то нету. Тут лебедей слишком много уже стало. Как бы профиля на гусе. Гусей вот. Если они будут летать, конечно, гуси. Но вряд ли сегодня. Как? Как будет летать после непогоды-то? В основном на упряжке мы охотимся. Гуси оленей не боятся. Они прямо... А вот для оленей как бы тоже они кормятся сразу. Олени пасутся. И еще собака помогает. Если гусь летит далеко, вот, собаку как бы пустил. Они кружат над собакой. Ну я подъезжаю на ну как раз когда ну туда не... И в этот момент. Сейчас тащи, бля. Бля. Сейчас были бы у нас все олени вещи. Никуда не спешили бы, специально можно было туда поехать. Сколько дней так загорел? За 2? Да. За 2 дня. Им куда ходить не надо. Загорать. И носик уже загорел, и губы загорели. Нос это не облез? Нет, пока нормально. Последние оленеводы разъехались по тундре, и теперь все свободное время Михаил проводит на охоте. Вон они. От нас, да? Все, вчера построил, поставил. Все приготовил. Даже позавчера. А вчера открытие охоты было. 2 гусей забил. Да, 2 гусей. Что, лобовые? А? Лобовые. Я слева. Смотри, не успел.
успели сесть, да? Да, на опережение надо было. Да-да-да. Высоко. Это да. Отец с детства водил нас на охоту. Вот здесь с поселка. Мы тогда выходили охотиться на пешком на Обскую губу, на торосы. Там ставили профиля с братьями, мало меньше. Вот. С детства он нас учил охоте, потом ружье дал. Тогда, в те времена-то, ружья были на складе рыбкопа. Магазин на складе. Так лежали. И выбирай, какой хочешь. Вот вертикалочку легкую я себе взял 16-го калибра. Научился стрелять. Один раз у меня осталось всего 4 патрона. С поселка не успели привезти. И пошел я со своей двустволочкой и 4 патронами, которых начал я очень экономно стрелять. Стрелял только когда спарятся гуси или сойдутся стаи в кучу. В итоге с 4 патронов я сбил 9 гусей. Ну тогда и гусь был другой. Летали. Сейчас этих охотников от нас на юг на 50 километров по Сиихе скоротки стоят. Уже другой гусь стал, ученый. Не то, что раньше. Он сейчас из даже этих профилей боится гусиных, когда много стоит. Вся надежда на то, что подзовешь.